Продолжаем, да? Я раньше Давайте.
зрители, уважаемые гости, пожалуйста, присаживайтесь, и мы продолжим. Думаю, что со следующим гостем наша конференция может носить международный статус. Пожалуйста, встречайте. Речь, аудиолог педиатрической команды холдинг Станова, Швейцария, с темой «Современные технологии слухопротезирования и их влияние на развитие ребенка». Перевод будет осуществлять руководитель отдела обучения Станова РУС, официального представительства фонда в России, кандидат медицинских наук Тимураз Георгиевич Вильсянин. Пожалуйста, аплодисменты. Do you need light? No. I'm so happy to be here for this fantastic conference today, and it's such a fantastic celebration for Amelia as well. I want to spend just a few minutes talking about a couple of studies that have come out of the United States in the last couple of years. Я очень счастлива быть здесь, среди вас. Я очень благодарна Эмилии Ивановне за возможность здесь присутствовать на этой фантастической конференции. Я покажу вам кое-какие результаты тех исследований, которые проводились в Соединенных Штатах по нашему вопросу. So thank you to all of the organizers for this event. I'm very happy to be here. Спасибо вам еще раз. Я действительно очень счастлива быть здесь. And I think just in the talks that we've already heard, although I didn't understand every word, Tim was very graciously translating as each of the speakers talked for me. I think that the PhoneAct mission follows very closely to probably what is the mission inside of everyone's hearts who are here today. Из того, что я поняла из предыдущих выступлений, к сожалению, я не знаю русского языка, но вот я помогал Стейси понять содержание докладов, за что я, кстати сказать, извиняюсь перед сидящими рядом со мной коллегами, потому что я бубню все время в ухо Стейси. Миссия фонок очень похожа на то, что идет как в одной линии вот со всем тем, о чем здесь сегодня говорилось. So I'll just read it. So at PhoneAct, we want to give every child, no matter what degree of hearing loss or type of hearing loss, the opportunity to hear and understand well in every situation so they can develop speech, communicate effectively, play, laugh, and be confident in everything that they want to aspire to be and do. Выражение, так скажем, формулировка краткая нашей миссии состоит в том, я позволю себе просто зачитать то, что написано на слайде, потому что именно это сделала Стейси, что мы хотим дать каждому ребенку, вне зависимости от степени и типа потери слуха, возможность слышать и хорошо понимать в любой ситуации, для того, чтобы у этих детей появилась возможность развить речь, эффективно общаться, играть, смеяться и быть уверенным в том, с чем они сталкиваются повседневно. And I think we've already heard a lot about listening, language exposure, reading, literacy, and it's true that children need as much as 45 million words by the time they're the age of 4 in order to be ready for school and to have the right start in order to be academically successful. Мы уже слышали сегодня много о развитии речи, о развитии языка, и я хотела бы сказать, что на сегодняшний день подсчитано, что для того, чтобы быть готовым в школе, для того, чтобы перейти вот на этот новый этап, ребенок должен к возрасту 4 лет услышать около 45 миллионов слов. То есть не то, что изучить 45 миллионов слов, нет, услышать, то есть подвергнуться воздействию, если можно так выразиться, 45 миллионов слов примерно. And it's not just the number of words, but it's also language-rich environment and having interaction and conversations with the adults and the other children that are in their lives as well. Речь идет не просто об этом количестве, о 45 миллионах слов, речь идет именно об общении, о слухе, о выработке коммуникационных навыков. And we've already heard a little bit about learning to read and literacy as well. So they need 20,000 hours of listening as very young children in order to have the foundation for learning to read. And also, as Amelia said, the importance of reading out loud. So it's not just about hearing the words, but participating as well.
И немножко продолжая, так сказать, уже начатую тему, и в полном соответствии с тем, что сказала Эмилия Ивановна, в частности, о чтении вслух и о важности этого момента, ребенок должен в детстве, в раннем детстве и младенчестве слышать на протяжении примерно 20 тысяч часов для того, чтобы выработать способность к чтению. Это как базис для дальнейшей способности читать. And I was so happy to see that first quote from Dr. Harold Flexer from the US talking about auditory brain development and how we're in a new situation. And it's not about hearing here with our ears, but it's about hearing with our brains and being able to attach meaning to the words and the symbols that we use. Стейси ссылается на статью Флексера, датированную совсем свежего 2018 года, о том, что мы должны слышать не только нашими ушами, мы должны слышать мозгом для того, чтобы выработать возможность общения и языковые навыки. So this is the message that's really driving us now at PhoneAct to talk more about not just putting our ears on, but the technology that opens up that doorway so that sound, so that speech, clear speech, can get to the brain. Поэтому теперешний подход – это не просто как бы активировать уши, это, учитывая вот эту концепцию того, что уши являются дверью в мозг, выработать четкое понимание того, что произносится, того, что говорится, того, что слышится ребенок. So I just want to talk about two studies. The first one is called The Outcomes for Children with Hearing Loss, and that's an ongoing study that's been taking place in the US in 3 different locations. You can see it's from the University of Iowa, Boys Town National Research Hospital, and the University of North Carolina at Chapel Hill. And you can kind of see from the spots there where they are across the country. Первая работа, о которой хотела бы сказать Стейси, она получила название, вот вы видите его наверху, аббревиатуру OCHL. Это результаты у детей с нарушениями слуха. Она проходила в 3 местах, в 3 локациях в Соединенных Штатах. Вы видите их название. Это Бойстаунский национальный исследовательский госпиталь, это университет Северной Каролины в Чепел-Хилле и это университет Айовы. Вот на карте примерно обозначено, где они расположены в Соединенных Штатах. And just so you know, that's where I'm from as well, North Carolina. Сама Стейси вон оттуда, из Северной Каролины. So the study has been a prospective longitudinal study. There are 317 kids between the ages of 5 months and 17 years. And the difference about this study compared to the bulk of the research that happens within our industry is that it focuses more on children with a mild to severe hearing loss instead of just children that have a severe to profound hearing loss. Первое исследование включало 317 детей. Это было так называемое лонгитюдное или продольное исследование, его еще называют. Дети были в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. В него входили дети не с глубокой степенью тугоухости, по-нашему 4-я глухота, примерно так мы это называем, а mild to severe, что соответствует 2-й, началу 4-й степени тугоухости. Since the study started over 5 years ago, there's somewhere around about 26 different peer-reviewed publications that have been published looking at the results of this study. So it really is having a strong impact on audiology, pediatric audiology, early intervention, and the education of children with hearing loss in the US. По результатам этой работы было опубликовано 26 журнальных статей, рецензированных журнальных статей, то есть серьезные научные работы, которые рассматривают те проблемы, которые здесь представлены на слайде. Это о возможности, о раннем использовании слуховых аппаратов, о качестве языкового развития и некоторых других аспектов, которые вытекают из проведенной работы. So just a very quick summary of some of the important findings that are coming from the study. Краткое резюме самых важных находок, самых важных результатов этих исследований. Is that the study is finding that children, even with a mild hearing loss, and our world has changed. It used to be that children with a mild hearing loss weren't found at very young ages. It wasn't until they reached school or they were falling behind academically that people started to realize they had a hearing loss.
But now we find these children very early, and we understand that even just a mild hearing loss can have a significant risk on a child's development. Первое, это то, чему в прежние времена, по крайней мере, не уделялось должного внимания, это о том, что у детей с небольшой потерей слуха, а ведь в прежние времена их часто не выявляли вплоть до школьного возраста, теперь, к счастью, у нас есть средства раннего выявления этих детей. Так вот, что очень важно, чтобы даже эти дети с очень маленькой, казалось бы, незначительной, как нам казалось, потерей слуха, тоже получали должную реабилитацию, потому что она, эта небольшая, казалось бы, тугоухость, ведет к очень серьезным последствиям. Greater audibility offers better outcomes. So, of course, the children who have access to well-fit technology that's providing the audibility that they need in order to hear speech and language will ultimately have better speech and language and better outcomes. Чем лучше мы обеспечим слышимость, доступность звуков для таких детей, тем лучше будут у нас результаты. То есть чем больше у них будет доступа к речи и языку других людей, с которыми они общаются, тем, в свою очередь, лучше будет их собственная речь, язык, их собственные результаты. And we'll look at just a second what greater audibility can mean when it comes to programming hearing instruments. Позже мы немножко коснемся того, что это означает с точки зрения программирования аппарата. Additionally, once well-fit hearing aids are provided for the child, it's about having consistent use. In fact, we know that early hearing aid use, so being able to give the devices to the children at the earliest age, leads to better outcomes. And in fact, everyday, all-day use is the most beneficial piece. So really a minimum of 10 hours of using their technology each day so that those doorways are open and their brain has access to speech and language. Мало подобрать слуховой аппарат, надо еще постоянное и регулярное использование слухового аппарата, как минимум 10 часов в день, только тогда мы можем с вами рассчитывать на нормальную поддержку слухоречевого развития ребенка. То есть регулярность, постоянство и определенная, так скажем, длительность воздействия звука на ребенка. And then the last piece of that is quality language input truly does influence language outcomes. You could put fantastically fit hearing instruments on a child and set them down on the floor, and they can wear their hearing aids all day, but without input all day, every day, being exposed to that language, those words, those sounds, and being able to attach meaning to them, that's how they're going to be able to develop their own speech and language and be successful. Другая сторона этого аспекта – это не только обеспечить слышимость, но еще обеспечить качественный речевой вход, как тут написано, то есть входной речевой сигнал, качественная речевая информация. Можно надеть на ребенка прекрасные слуховые аппараты, посадить его на пол, ничего, то есть в комнатке, где он будет играть сам, ничего не получится. То есть надо, чтобы он всегда и постоянно получал качественный вот этот речевой вход для развития собственного языка и речи. So one piece of that, and I think the audience here is a bit of a mix between deaf educators, audiologists, doctors, speech pathologists, and even some parents, I believe. So one of the key pieces to this is having well-fit hearing aids, and that's about verifying the programming and the audibility that those hearing aids provide. Как я вижу, аудитория здесь достаточно разнообразна, здесь присутствуют представители разных профессий, аудиологи, сурдопедагоги, здесь есть родители, и поэтому всем нам будет очень важно знать, что все начинается с того, чтобы хорошо правильно подобрать и правильно запрограммировать слуховой аппарат. So from the outcome study, again, I mentioned that was a prospective study, so the children came into the study with hearing aids that they were already been provided from another audiologist, not necessarily the research audiologist. And when the researchers looked at their current hearing aid fit, they actually saw that more than half of the children had hearing aids that did not match prescriptive targets. So we're not providing enough audibility by as much as 5 dB. В ходе исследования проверялась настройка слуховых аппаратов для того, чтобы убедиться, насколько хорошо были настроены слуховые аппараты тем детям, которые участвовали в этом исследовании. Проверялось, насколько настройка слухового аппарата соответствует предписанным значениям,
которые вот при данной потере слуха, при данном профиле аудиограммы данному ребенку подходят. И выяснилось, что более чем у половины детей слуховые аппараты не соответствовали предписанным значениям как минимум на 5 и более децибел. То есть было расхождение между истинной настройкой слухового аппарата и тем, что должно быть, чтобы обеспечить качественный звуковой речевой фон. The second piece of that is over 30% of the children had speech intelligibility or SII measures that fell below normative expectations. So I'm not sure if you're familiar with the SII. You may have seen before what's called the connect the dot audiogram. So it's an audiogram that shows 100 different dots that equates to the sounds of speech. And when you look at audibility, you can determine how much speech is audible for that particular child. And in the study, over 30% of them did not have adequate audibility to be able to hear all the sounds of speech. Вторым аспектом работы проведенной было исследование так называемого индекса разборчивости речи, по-английски SII, Speech Intelligibility Index. Это как бы наложение на аудиограмму 100 отдельных точек, которые соответствуют отдельным звукам речи, и проверка того, насколько компенсация потери слуха обеспечивает доступность вот этих точек в данном случае, то есть тех или иных звуков. И выяснилось, что более чем у 30% детей вот этот самый SII, значение SII, были ниже нормативных данных, нормальных стандартов. So the children in the study that were performing better did have adequate audibility. Their hearing aids were matched to targets, and they had successful SII measures. Дети, у которых слуховые аппараты были настроены в соответствии с предписанными значениями, в целом имели более высокие показатели SII, ближе соответствующие нормативам. So the first piece is providing hearing aids very early and ensuring that those hearing aids provide access so that the child's brain has access to speech and language. And the second piece of that is establishing consistent hearing aid use as much as possible all day, every day. Так как уже было сказано, первое – это подбор слухового аппарата, своевременная и правильная его настройка. Второе – это обеспечение постоянства, регулярности использования слуховых аппаратов. So this chart just shows it's a summary of the hearing aid use time for the children within the study. It's from Elizabeth Walker, who was one of the researchers in the outcome study. На этом графике представлено время ношения слуховых аппаратов детьми. Здесь 3 отдельных столбика. Базируются они в основном на работе Уокера и его сотрудников. Внизу приводятся имена их. So what we can see if we look at the first pink bar, and this is the data logging from the hearing instruments from the children that were in the study. It shows that on average, children wear their hearing aids about 8 hours a day. Средний столбик, там где написана цифра 8,3, это на самом деле соответствует среднему времени ношения слухового аппарата ребенка, тех детей, которые участвовали в этом исследовании. О времени ношения слухового аппарата судили по результатам так называемого data logging, то есть журнал, который вмонтирован, так сказать, в память слухового аппарата. Слуховой аппарат запоминает, сколько часов в день его носили. Вот на этом основании построен вот этот столбик, средний. Interestingly, also from the study, the parents in the study tend to overestimate the number of hours a day that their children wear their hearing aids. Typically, on average, most parents report that their children wear their hearing aids about 10 to 11 hours a day. Любопытно сравнить со вторым столбиком, крайний справа, второй из вот этих вот розовых или красных столбиков. Это то время, которое со слов родителей их дети пользуются слуховыми аппаратами. То есть родители склонны преувеличивать истинное время ношения. Как вы видите, здесь разница составляет 2,5 часа примерно между тем, что дети носили на самом деле, и то, как родители считали, они пользуются аппаратом. And we talk about that not to be critical of parents, but to encourage parents that there's always more time that a child could be wearing their hearing technology. And as all of the professionals that work with those families, just keeping in mind, this is something we can still talk about. We can still encourage the families to use their devices more.
не для того, чтобы указать родителям на то, что они ошиблись, а для того, чтобы подчеркнуть и дать им понять, что значит есть резерв. То есть дети могут носить на самом деле слуховые аппараты больше в течение дня, чем они носят. То есть чтобы родители на это обратили внимание, что больше можно пользоваться в течение дня слуховыми аппаратами. So there's another interesting piece here, and this is what we call Cooper data. From Phonak, within our hearing aid fitting software, we're able to log certain information and track it over time. All of the identifying information, a child's name, the family's name, the hearing care professional, all of that is removed, but we can see how children use their hearing aids and the number of hours they use for our Phonak hearing instruments within our software. Первый столбик зелененький, это вот то, что написано Купер внизу. Это данные, полученные из программного обеспечения, которые используют фон для настройки слуховых аппаратов. То есть это данные, извлеченные из программы, они не персонализированы. Там нет имен детей, или их возраста, или чего-то еще. Это данные, которые просто извлечены и усреднены из большого количества настроек в слуховых аппаратах, в программе для настройки слуховых аппаратов фона. I will point out that all of the Cooper data that we have is from the United States as well. But when we look at this, on average, for children that have been fitted with Phonak hearing aids, we see that their average use time is about 6 hours, which is really quite different from what we see from the study itself. Вы видите разницу, сразу же подчеркну, что это касается данных для Соединенных Штатов, не обязательно, что в других странах это так, но тем не менее вы видите разницу, которая между данными, полученными из программы Phonak, 6 с небольшим часов, и данных, полученных из других источников о времени ношения аппаратов. There's one thing to point out about the difference in data and what might be an explanation. In order to participate in the outcome study, parents and families had to approve. They volunteered to participate in the study. And so those are already parents who are highly motivated and probably wearing their children are probably wearing their hearing instruments more than the everyday average. Whereas Cooper data is just all of the children that have been fit at certain hearing centers in the United States and probably represents more of an overall average of the time that children are wearing their hearing aids in general. Объяснение разницы между данными, полученными вот из Купера и из работы Вокера. Дело в том, что родители, семьи, точнее тех детей, которые были, прошу прощения, включены в работу Вокера, это волонтеры-добровольцы. То есть, по идее, родители, которые выразили желание участвовать в этом исследовании. По-видимому, они сами себя считали достаточно показательными в этом плане, поэтому им было как бы не стеснительно рассказать о своем опыте и участвовать в этом исследовании. Тогда как Купер – это общий срез вообще всех настроек слуховых аппаратов, проведенных в Соединенных Штатах, не обязательно самых показательных, так сказать, звездных родителей и семей, и он ближе соответствует тому, что мы имеем на самом деле вот в общем срезе всего населения. I think the biggest takeaway message from this chart is that we still have so much more to do. Is 6 hours or even 8 hours a day enough for this age group? When we're thinking about that critical period for being able to open up the doorways for their brain to have access to speech and sound, 6 hours, 8 hours, even 10 hours is just the bare minimum of what our children need to be able in order to access speech and language. Это заставляет нас задуматься о том, сколько нам еще предстоит в этом направлении работать, то есть сколько у нас еще есть неиспользованного времени вот для этой возрастной группы 0,8, то есть самый тот период, когда ребенок развивает речь. 6 часов явно недостаточно, 8, даже 8 это недостаточно много, да и 10 тут есть тоже, это тот необходимый минимум, который ребенок должен подвергаться воздействию усиленного скорректированного звука, который он должен носить слуховые аппараты. So well-fit hearing aids from a very early age and consistently worn every day. Так, аппараты должны носиться с самого раннего возраста, постоянно и как можно дольше. And the third piece of that is quality language input.
And from there, I want to leave the outcome study and move to a study that's recently been completed at Vanderbilt University in the US. Качественная речевая информация, поступающая к ребенку через слуховые аппараты, это второй аспект этой проблемы. И здесь будут представлены результаты, полученные в университете Вандербильта. And the question that was looked at in this particular study was about remote microphone use, or Roger, use at home, and what impact that might have on caregiver talk, as well as a child's access to words and language. В этой работе исследовался очень интересный аспект, это использование дистанционных микрофонов, в данном случае системы Роджер, для общения с детьми, и о том, как использование Роджер, использование дистанционного микрофона повлияло на речь самих родителей. Caregiver – это тот воспитатель, тот, кто вообще к ребенку имеет отношение, не обязательно родитель, тот, кто занимается его воспитанием. So the study was conducted at Vanderbilt University Medical Center in the Pediatric Audiology Research Lab. These are the main researchers, Carlos Benitez-Barrera, Gina Ingley, and Anne-Marie Tharp. Вы видите здесь имена авторов этого исследования, которые работают, как уже говорилось, в университете Вандербильта. Это Карлос Бенитес-Баррера, это Джина Энгли и Анна-Мари Тарп. The study looked at 10 children with hearing loss and included their families because it was technology use at home over the weekend that was looked at. It was a mix of girls and boys between the ages of 2 and 6 years old. В работе участвовали, были заняты 10 детишек с потерей слуха, члены их семьи, естественно, было 4 девочки и 6 мальчиков в возрасте от 2 до 6 лет. The caregivers, as it were mostly parents, so 5 mothers, 4 fathers, and even 1 grandmother. So there was a key caregiver in the home on the weekend, and that was the caregiver that actually wore additional technology for the study. Исследовалось на протяжении уикендов, то есть на протяжении выходных общения родителей и детей. Как вы видите, основным общающимся были 5 мам, 4 папы и даже 1 бабушка. То есть основным участником, членом семьи, кто общался с детьми во время вот тех уикендов, когда проводилось это исследование. The hearing loss of the children ranged from mild to profound, and there were a mix of hearing instruments. Most had hearing aids, some wore cochlear implants, and even 1 wore a Baha, a bone-anchored hearing aid. Нарушение слуха, снижение слуха у детей было от малого до глубокого, то есть, по сути, от первой степени до глухоты. В нашем понимании разные слуховые аппараты, у большинства были слуховые аппараты, были кохлеарные импланты и даже один прибор Баха, это имплантируемый костный слуховой аппарат. The research areas looked at the access to caregiver talk for the child, both on the weekend with and without Roger use. The amount of caregiver talk with and without Roger, what proportion of the caregiver talk happened from a distance with and without Roger, and what was the perceived benefit from the caregiver for the child with and without Roger as well. Здесь перечислены основные аспекты, которые изучались в ходе этой работы. Я их себе позволю зачитать. Первый – это доступность речи воспитателя для ребенка с системой Роджер и без нее. Второе – это насколько много говорил сам воспитатель с системой и без нее. Третье – это доля речи, доля слов, произнесенных воспитателем на расстоянии от ребенка. То есть тогда, когда он находился не в непосредственной близости от ребенка, а на расстоянии от него. Опять-таки с системой дистанционных микрофонов и без них. И, наконец, это насколько сам воспитатель оценивает эффективность с использованием Роджера и без него. So the equipment that was used was the Luna Digital Language Processor. I'm not sure if you're familiar with it, but it's a language evaluation tool. It's a recorder, and it will pick up language that's in what we call within that hearing bubble, so within 2 meters of the actual recorder. Both the child and the parents in this study wore Luna recorders.
Для того, чтобы оценивать вот все вышеперечисленное, использовался вот этот прибор, который имеет сокращенное название Лена. Это цифровой процессор, сам он не является ни слуховым аппаратом, ни усилителем, ни кохлеарным естественным имплантом. Он просто регистрирует речь, которую продуцирует, так сказать, издает его носитель. То есть и дети, и их родители, они носили на себе этот процессор для того, чтобы он регистрировал, сколько они говорят, как они говорят, в какой обстановке. The parents on the weekend when Roger was used were Phonak, Roger, and Spyro, and the children had Roger receivers attached to their personal hearing instruments. В качестве дистанционного микрофона использовался передатчик Роджера и Спайра, а приемниками служили подключаемые к аппаратам приемники Роджера. And the parents completed what's known as the FM Listening Evaluation Checklist that was developed by Cheryl Johnson in 2003. It looks at listening in quiet. It looks at when you have only auditory information. It looks at listening at a distance, listening in noise, and provides a total score. And additionally, on the weekend that the families used the Roger system, they completed an RMS survey questionnaire. Использовались определенные анкеты, которые разработаны специально вот для дистанционных микрофонов. В то время, когда они были разработаны, это был FM, поэтому они называются FM Listening Evaluation Checklist. Вот вы видите дату и автора, 2003 год, Джонсон. Оценивались разные ситуации в тишине, только слуховые стимулы на расстоянии, в шуме и общий показатель по использованию этих микрофонов. So that's just a look at what the devices look like when they're being worn. So the child here has the Lena device tucked into a pocket on the front of their t-shirt. This is actually Carlos, one of the researchers, and Carlos is demonstrating how the adult or the caregiver can wear the Lena device strapped across the shoulder. And then if you're familiar with the Roger and Spyro, you know that it's worn on a clip and has a lapel microphone that clips just under the mouth. Здесь вы видите, как все это выглядело, все это оборудование. Вот первые две слева и по центру картиночка, это вот как выглядел сам этот процессор, который регистрирует речь, услышанную ребенком, произнесенную воспитателем. Вот как он в кармашке находится у ребенка, на таком портупее у взрослого. И это вот как выглядел передатчик, дистанционный микрофон. Вот он прикреплен на зажиме к поясу воспитателя, и он микрофончик, который близко к рту, прикреплен в районе шеи. So in the study there were 2 weekends, and it was random for each of the 10 families. One weekend, they just wore their hearing instruments, no Roger, but they did wear the Lena recording devices. And on the second weekend, they were using Roger. They were still using the Lena devices, as well as completing the questionnaires. And the weekends were counterbalanced. Для того, чтобы сравнить, насколько отличается речь и коммуникация детей и их родителей, воспитателей в разные уикенды, а в один уикенд они носили Роджер, в другой уикенд не носили. Эти ситуации они были перемешаны, контрсбалансированы, то есть для того, чтобы не было всегда так, что вот в первый уикенд, допустим, с Роджером, второй без Роджера. Нет, они были перемешаны случайным порядком. И во все уикенды, независимо от того, использовалась ли при этом система Роджер или нет, носили вот этот процессор, который регистрирует речь, то есть для того, чтобы было с чем сравнивать. Как говорят, когда Роджер есть, и как говорят, когда Роджера нет. And so when they looked at the number of caregiver words that were accessible to the child on the weekend without Roger compared to the weekend with Roger, they were able to see the children had access to 11 more words per minute when Roger was being used, which is substantial. If you add that up and assume, if we think back to the outcome study, on average, these children are wearing their hearing aids 8 hours a day. If you multiply that out, that's as much as 5,300 words more per day that they have access to, that their ears are open and is accessing their brain than when not using Roger. Получилось, что когда дети использовали Роджер, им доступно в среднем на 11 слов в минуту больше,
чем если бы у них не было Роджера. А в течение дня это приводит вот к этой цифре. На 5300 слов больше с системой Роджер они могут услышать, чем без нее. Additionally, they were also able, when they analyzed the recordings, both from the parents' recorders and the children's recorders, to show that parents produced the same number of words with and without Roger. Кроме того, была возможность проанализировать, как родители сами говорят с Роджером и без него. Выяснилось, что вне зависимости от того, надет ли Роджер или нет, количество слов, которые произносят родители-воспитатели, одинаковое. То есть говорят они одинаково, что с Роджером, что без него. Often when we talk about remote microphone technology being used, people will talk about an apprehension to use a microphone. And once a parent has a microphone on, will they talk less? Do they feel less self-confident because they're wearing a microphone and every word they're saying, particularly in this situation, is being recorded? And what this shows is that no, it doesn't have a negative impact on the number of words, on the amount of language that the parents use with their children when they are using a Roger system. Было опасение, что, возможно, использование системы Роджер негативно скажется на количестве слов, на речепродукции, так скажем, родителей, что они будут как-то более осторожны, будут несколько смущены тем, что на них находится вот это устройство. Но оказалось, что эти опасения напрасны. Родители говорят точно так же, вне зависимости от того, что на них надет этот дистанционный микрофон. They also looked at the number of words that was produced at a distance by the parents. And again, on the Roger weekend, the weekend they were using the remote microphone system, parents did produce more of their words at a distance. So they knew their children could hear them at a distance, and they had a more natural, a naturalistic communication with their child throughout the weekend. Что, наверное, еще более интересно, это то, что родители в те периоды, когда они пользовались Роджером, в те уикенды, когда они пользовались Роджером, они произносили большее количество слов на расстоянии от ребенка. То есть, будучи уверенным, что ребенок их услышит, они больше говорили более естественно, как свойственно родителям слышащих, нормально слышащих детей. Они говорили не только находясь вблизи ребенка, но и находясь на расстоянии от него. И с Роджером больше, чем без него. Вот это количество. Пропорция слов, сказанных на расстоянии, была выше. And lastly, and one of the most powerful findings from the study, I think, is that the parents and grandparents did notice listening and language benefits from their children over the course of the weekend when they were using the Roger system compared to when no Roger system was being used. And each of these actually shows a significant difference. По мнению родителей, а это именно оно здесь проанализировано и показана статистически значимая зависимость. Так вот, по мнению родителей, по мнению воспитателей, в те уикенды, когда, скажем так, нет, извините, ношение Роджер положительно сказалось на их детях, на их воспитанниках с точки зрения поведения, с точки зрения прислушивания, слушания и с точки зрения разговора самого речепродукции с самим ребенком. So along with each of these listening situations, children using Roger at home really can be considered a significant step towards achieving what we talked about at the beginning, is that 45 million words before the time they start school, with an additional 5,300 words per day. Здесь обобщенные результаты, что вот это использование этой системы, которая, как уже было сказано некоторое время тому назад, на 5300 дает больше слов, доступность, более чем около 5500 слов становится более доступными благодаря этой системе в день. Это хороший шаг на пути к тому 45 миллионам слов, которые ребенок должен услышать до того, как он пойдет в школу. Additionally, from the questionnaires and parent report, 80% of the families that participated in the study noticed that their child was more responsive, as well as a significant proportion of the parents reported that they saw less frustration in their children throughout the weekend when they had access using the Roger system.
другие, так сказать, еще, ну, побочными их нельзя назвать, это весьма важные аспекты использования этой системы, это что 80% семей отмечают, что дети, пользовавшиеся этой системой, были более реагирующими, более, так сказать, отвечающими, взаимодействующими, отвечающими на окружающую ситуацию, на общение с ними. И на 35% снизились негативные эффекты, наблюдавшиеся у их детей, такие, например, как фрустрация, то есть ощущение разочарованности, опустошенности. Некоторые вот эти негативные влияния эмоциональные уменьшились на 35%. So all of that, not to say that we expect every child with hearing instruments to use Roger every hour of the day that they're using their other hearing technology, but certainly the benefits of the technology are there, with targeted use, with input from their parents, whether that's reading aloud together or just having a conversation and turn-taking. This can be an excellent gateway to open up those doorways and provide access to their brains for speech and language development. Не то чтобы мы призывали к тому, чтобы дети пользовались системой Роджер каждый час своей повседневной жизни, мы просто хотим подчеркнуть, что использование этой системы – это еще раз дает нам еще один инструмент для того, чтобы открыть эту дверь в мозг, о которой мы с вами говорим в определенных ситуациях. So just as a reminder about the outcome study, it is still ongoing in the United States. If you wanted to find more information, they have a website. It's the ochlstudy.org, and access to all publications there, as well as some fantastic resource materials that they've put together for audiologists, for speech pathologists, for parents, and also teachers of the deaf. В интернете можно найти подробную открытую информацию об этом исследовании и его результатах. Если вы желаете, здесь вы видите публикации, в том числе публикации в интернете, на сайтах, через которые можно получить необходимую вам информацию. And just in closing, I think that it was Amelia that was saying at the end of the presentation that now is the time for all of us to come together, all professionals that work with children who have hearing loss, whether you're a teacher of the deaf, an audiologist, a physician, a psychologist, really all together we can change lives. И возвращаясь к тому, что сказала Эмилия Ивановна в своем докладе о том, что мы все должны работать вместе, совместно, единой командой, я хотела бы закончить вот этим лозунгом, если можно так сказать, этим призывом: вместе мы меняем жизнь. Thank you. Thank you very much, Stacy. Спасибо большое, Тимураз Георгиевич. Следующим докладчиком я приглашаю Ларису Павловну. Everyone's awake? Поскольку, видимо, это было, так скажем, last minute change, то, что называется, то есть изменения в последнюю минуту, мы просим изменения у докладчика следующего, минутку буквально мы занимаем. Это мы хотели бы вручить представителям радуги звуков вот этот, я не знаю, как его назвать, сертификат о том, что один из центров радуги звуков, работающий в Москве, получил международное подтверждение своей работы в педиатрической области. Ну, это не то, что мы сертифицируем, мы не являемся сертифицирующим органом, это всего лишь подтверждение того, что он соответствует международным стандартам работы в этой области. Еще раз спасибо большое. И следующим докладчиком я приглашаю Ларису Павловну Ященко, доктора философских наук, ведущий научный сотрудник Российской академии наук с темой цикличность взаимоотношений культура, субкультура, личность. Включу. Уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить перед такой аудиторией, явно заинтересованных так личностно по жизни теми проблемами, которые мы сегодня обсуждаем. Но я хотела бы сейчас провести некую такую над вами процедуру. Вы должны нас
хотелось бы, не должны, хотелось бы вас настроить на другую речь, на другое понимание. Вы заметили, что вот предыдущие выступления были достаточно обширны, они двигались в русле каждого дисциплинария, которому была предоставлена речь. И все они относились к одной теме, нас всех это объединяет. А теперь я хотела бы настроить ваш слух, внимание на философскую речь. Это определенное, ну, такое усилие, которое, очевидно, я надеюсь, принесет пользу, по крайней мере, у меня такое убеждение. Я сама по образованию философ, поэтому к тому, к чему мы сегодня имеем отношение, к теме слух, речь, мышление, у меня есть свой взгляд. Позвольте с вами поделиться. Прежде всего, хотела бы пометить, что предыдущий оратор вывел нашу дискуссию, нашу конференцию на международный уровень. Я хотела бы подчеркнуть еще один аспект нашей темы. И вы, наверное, со мной согласитесь, тут особых усилий не надо делать. Это междисциплинарная дискуссия. Здесь собрались междисциплинарии, объединенные одной темой, как я уже сказала. И отсюда возникают проблемы. Проблемы какие? Понять друг друга, тот специальный язык, на котором говорит каждый дисциплинарий. Конечно, мы все заметили, что каждый из выступающих по-своему представляет эту тему, но, однако, мы можем ассоциативно связать, понять, интуитивно, на своем уровне понимания ситуации, как они между собой связаны. Они эти дискуссии, о которых мы сегодня имели удовольствие слышать. Так вот, что может сказать философ об этом вопросе? Первое, я уже обронила фразу, как я квалифицирую нашу конференцию. Она междисциплинарная. То есть люди встретились, чтобы поговорить на одну тему, которая всех очень задевает заживо. Это общество настроений. При том, что мы можем до конца не понимать язык, на котором идет речь. Да, я хотела оговориться. Мне организаторы сказали, что мне дано 10 минут. Вот, поэтому, в отличие, как говорится, от предыдущих выступлений, у меня были преимущества, а может быть, мне даст это какой-то шанс более кратко, лаконично, не заставлять долго напрягаться, чтобы выслушать длинный рассказ. Так вот, междисциплинарность. Но я как представитель, я занимаюсь по своей специальности, чтобы вы поняли, почему я так говорю и почему я об этом так говорю. Я занимаюсь философскими проблемами науки. Причем науки, знаете, какой? Не классической. Отличие от классической науки, среди прочих определений, состоит прежде всего в том, что объект исследования понимается не классической науки с включением субъекта. То есть мы говорим не о объективности, а о субъектной объективности. Причем субъект выступает в качестве и познающего, то есть некого методолога, но и тот предмет, о котором мы говорим, человек, тоже присутствует вот в этом самом диалоге междисциплинарности. Ну и позвольте мне еще напрячь ваше, так сказать, желание понять, о чем я говорю. Дело в том, что междисциплинарность, она граничит еще с одним таким термином, который наш область знания достаточно уже укоренен. Трансдисциплинарность. Почему я решила вам этот термин произнести? Потому что трансдисциплинарность дает шанс выйти из междисциплинарности в некую философскую область обобщения и понимания всего в целом. Но я как бы говорю как философ, поэтому позвольте вот именно на это сакцентировать ваше внимание. Мое выступление в теме конференции было таким колеблющимся, как рассказать людям, которые не философы, чтобы им было интересно, что думать философам об этом. И, некая такая вот справка. Я сначала назвала свое выступление «Практическая философия» Эмили Ивановны Леонардо. Практическая философия. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Это не просто афоризм, который как бы, наверное, речь идет о практике. Здесь выступали, собственно говоря, педагоги практики, здесь выступали дисциплинарии. Здесь было, вы знаете, что здесь не хватало, мимоходом брошенное, но это вообще не имеет отношения к человеку. Но вообще здесь мозг в основном. Здесь вот эти вот параметры, которые нам представлены в диаграммах. Я хотела бы своим выступлением сакцентировать то, что как бы неявно предполагает гуманитарная составляющая той проблематики, которой занимается Эмили Ивановна. То есть от обращения к душе. Здесь об этом не говорилось ни слова. К некой духовности. Здесь говорилось об эмоциях. Это очень важно. На настроенности на тему. Здесь тоже об этом говорилось. Я хотела бы вот эту линию подчеркнуть как необходимую составляющую то, о чем мы говорим, когда говорим об этом. Итак, значит, акцентирую, что я хотела подчеркнуть. Междисциплинарность, проблема перевода дисциплинарии. И когда я хотела рассказать о тех проблемах, которые беспокоят всю жизнь Эмили Ивановны,
помимо моей личной симпатии человеческой к ней, меня всегда интересовало, чем она занимается по существу. И я, позвольте, это имеет отношение к тому, о чем я говорю, у меня было 3 варианта. Первый вариант – это рассказать, что такое практическая философия глазами Эмилии Ивановны. Мне сказали, посоветовали, наверное, может быть, не стоит, как-то это все вот где-то вот как-то там, не Эмилия Ивановна, организаторы. Давайте поближе к тому, о чем. И тогда я предложила тему, которая в этих самых программах. Еще раз, такая тема. Это цикличность взаимоотношений культура, субкультура, личность. Для меня каждое слово в этом определении нагружено смыслом. И циклическое взаимодействие, взаимосвязь культуры через субкультуру с личностью и связь опять личности, состоявшейся той самой культуры, в которой она есть. Вот эта взаимосвязь, я хотела об этом говорить. Но в конце концов, я предлагаю следующую тему, которая обозначена здесь. Вы знаете, какая вот пришла такая активная, умственная такая работа, чтобы явно быть, во-первых, с одной стороны, понятым, что не всегда случается, а с другой стороны, заинтересовать, какая была, скажем, вот генезис моих представлений о том, где я и в чем я должна быть сегодня. И сейчас я, учитывая 10 минут, по-моему, я уже их проговорила, давайте я быстренько вот это вот полистаю. Причем, смотрите, какое коварство, с моей стороны, какое лукавство некоторое. Я использовала, по сути дела, все известные слова. Но философы, они такие люди, которым всегда за каждым словом, если им это удается, не всегда специально, а естественно, скрыть те смыслы, которые иногда мы проговариваем, не останавливаясь. Так вот, я хотела бы сакцентировать некоторые слова, которые всем известны. Но Слуху я не собираюсь говорить то, что в интернете написано, что написано в большом количестве публикаций. Эта тема, скажем, уже отчасти где-то даже уже неинтересная, скажем так. Итак, сейчас я буду... Давайте, помогите мне, пожалуйста, включите случай. Опять-таки, мы не можем обойтись без цитирования Эмилии Ивановны. Это наша, как говорится, толчковая зона, мы от нее двигаемся. Вот ее цитаты, ее мысли. Становление творческой личности ребенка-инвалида по слуху начинается с воспитания творческой личности. И тут я некую интерпретацию даю. Творческой личности родителей, соответствующей профессиональной ориентации педагогов и воспитания в ученике желания к учению. Итак, вот видите, вот эта инклюзия, о которой мы говорим всегда, и много уже в журналах слышим об этом, это некий такой проходной момент. Здесь речь идет об интегративности, о кооперации, о той самой междисциплинарности, которая распыляется в своих методиках, в своих отношениях вот на ту проблему, о которой мы сегодня говорим. Дальше. Абилитация предполагает, это Эмилия Ивановна, нахождение баланса между усвоением школьной программы по предметам и временем, посвященным творчеству, искусству, познанию красоты природы. То есть речь идет о некой дидактике, что входит в педагогику. Переключите, пожалуйста, на следующую. И то, что я хочу сказать следующее. То есть в педагогике присутствуют два компонента, о которых говорил еще Ян Каменский, чешский педагог-гуманист в своей педагогической теории «Великая дидактика». Он формулирует общие требования обучения и учения, подчеркиваю, здесь не подчеркиваю, и выделяет в ней совместных, но различенных подходов дидактики и математики. Это тоже новый термин, но он существует уже очень давно. Сегодня он воспринят компьютерными технологиями. Дидактика была наукой обучения, то есть о преподавании. Обучать делать так, чтобы другой знал то, что некто знает. А математика говорит о науке обучения, самостоятельно направляемом обучении. Говорила об умении, науке, искусстве, технике учиться. То, что сегодня звучало неоднократно, зародить желание у слабослышащего человека учиться. То есть открыться к тому, поверить в себя, в известной мере, как бы отсюда начинается личностное становление. Итак, именно в этих более всего ожидаемое открытие нового в известном и в самом себе, как наперед загадан по Бюблеру. Бюблер – это известный философ. То есть мы, каждый из нас, и наш ребенок в том числе, и родители в том числе, они загаданы, как возможность вдруг в себе открыть то, о чем Эмилия Ивановна неоднократно подчеркивает в своих работах, открыть то, что, может быть, им в другой ситуации не открыть. То есть некая предельность, драматичность и так далее. Так вот, кстати говоря, трансдисциплинарность, мимоходом мой любимый предмет, как раз и открывается тогда, когда человек вступает в опыт пределов, преодоления себя, перешагнуть через что-то,
И вот, собственно говоря, философия, здесь раскрывается тот самый практический смысл, потому что связан с реальной ситуацией, переживанием. Как мне быть с тем, что в этой ситуации я не могу быть, как было раньше. Следующий. Вы знаете, я этот слайд практически пропущу, чтобы сократить это время, но заметили, что здесь же звучит философской интерпретацией, о жизни много говорилось. Вот. Давайте дальше. Тут дальше после меня выступает Елена Кравцова, который будет говорить специально о Выгодском, но мне было важно здесь его вспомнить, это не в суе. Дело в том, что вот, собственно, откуда начинается личность, становление его, с того генетического, как бы, пустого пространства, вот в этом промежутке, когда человек застает себя в той ситуации предела, преодоления предела. У него общий генетический закон индивидуального развития заключается в том, что всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах. Сперва социальном, потом психологическом. Сперва между людьми, как категория интерпсихическая, а затем внутри ребенка, как категория интерпсихическая. Здесь возникает вот тот самый задел, условно говоря, потенциального какого-то роста человека в личностном выражении. Следующий. Давайте следующий. Дело в том, что вы, наверное, заметили, что мы все сами здесь собравшиеся представляем некую субкультуру. Субкультуры заинтересованы в том, о чем мы сегодня здесь говорим, и когда уйдем отсюда, будем об этом думать и работать. То есть вот эта вот референтная группа единомышленников, давайте вместе, только что было прозвучало, и только тогда. Мы не надеемся, что это, очевидно, какие-то отзвуки раскатятся, или уже давно это катится, как говорится, и по миру, и в Отечестве, но все-таки вот эта ценность субкультурного представления, проблемы, выражения его на внятном, понятном языке и практически каких-то методиках, это очень важно. Это, кстати говоря, ауканье моей, еще одного моего названия, культура, субкультура. Это вот как некое перемежение вот этих пластов размышлений о том, о чем мы себе размышляем. Дальше. Давайте дальше. Это было об этом хорошо сказано не только мной. Давайте дальше. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И следующим докладчиком я приглашаю Елену Евгеньевну Кравцову, доктор психологических наук, Институт изучения детства, семьи и воспитания с темой реализации идеи Выгодского о мышлении и речи в образовательном практике. Да, конечно. Пожалуйста, погасите свет и пульт. Здравствуйте. И хочется начать с замечательных слов. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Действительно очень здорово, и действительно очень показательно, и действительно очень вдохновляюще. Я тоже постараюсь уложиться в 10 минут. У Выгодского есть одна фраза, которую очень сильно любят цитировать преимущества дефектологии. Почему психологи на нее редко ссылаются. Я не буду говорить дословно, но смысл такой, что законы нормального и аномального ребенка идентичны. Обычно ее трактуют, почему, наверное, дефектологи на нее и ссылаются, в пользу аномального ребенка, говоря, что это такой же ребенок может быть, ему надо только немножко помочь, ему надо импланты, ему нужен слуховой аппарат, с ним надо особым образом заниматься. Я мало занималась детьми с проблемами слуха, можно сказать, практически совсем не занималась, только как консультант и как человек, который занимается образованием. Но могу совершенно точно сказать, что то, что сегодня представила Емельяна Леонгард, она имеет абсолютно непосредственное отношение к нашей системе образования. Вот последние 2 дня мне пришлось присутствовать на международном московском образовательном салоне и слушать то, что там говорилось, в частности, по инклюзии. Да? И вот такое впечатление, что люди живут не просто, вот, понимаете, неплохо со слухом, я не знаю, какие им импланты поставить, потому что все то, что там говорится. А если мы посмотрим еще практику в этой связи, да, то тоже окажется, что там проблемы, наверное, скорее с мозгом, чем, я не знаю, столько со слухом, потому что нам сегодня многие убеждали, что в этом смысле сделают таким образом. При этом, что меня всегда очень сильно вдохновляет, говорит, мы делаем все абсолютно по Выгодскому. Вы просто вообще вот не знаете, не понимаете чего. И поэтому я вот, услышав только сегодня доклад Емельяна, у меня тоже было первое чувство, о чем же я буду говорить-то. На самом деле, потому что все те вещи, которые было, оно все прозвучало на самом деле, но все-таки отважусь очень коротко по ним пробежаться и
первая часть моего выступления будет такая. Почему же мы не работаем по Выгодскому? Что за идеи Выгодского, которые остались за полем внимания наших генералов от педагогики? Так, еще не сказали, на что нажимать. Так, я чуть не на что нажала. Прошу прощения. Так. Это я уже переключу. Итак, первая идея, которая есть в Выгодском, более того, вообще вся теория культурно-историческая, она на этом построена, что смысл первичный, да, в конечном счете, а значение вторично. Это означает вообще только то, что ребенок с самого начала является субъектом педагогического процесса, не объектом, которому чего-то такое дают. И главное становится не в ГОСы, не в педагогии, не методики, не технологии, да? А главное тот, кто учится. Причем это имеет отношение как к маленькому ребенку, сейчас мы про него говорим, так и ко взрослому человеку в конечном счете. Да? Вроде бы все об этом говорят, но у нас на самом деле в наших головах наших методологов от образования, тех, кто его организует, тех, кто не отвечает, сложилась прямо обратная вещь. Алексей Николаевич Леонтьев, его значение первично. У нас говорят так, ну вот что касается смысла, это надстройка над базисом. Главное дать базис. И хотя мы заменили замечательным словом компетенции, замечательные слова знания, умения, навыки, но простите, как не назовите, но это про одно и то же. Только другими словами, более современными, может быть, более красивыми, а может быть и не более красивыми, но смысл один и тот же. Следующая идея, которая тоже осталась достаточно, хотя главная теория высших психических функций, история про развитие высших психических функций, это то, чего вроде бы все знают и все жуют, что на педагогических факультетах, что на психологических, везде об этом, собственно говоря, говорят. Да? Идея очень простая, что есть натуральные функции, которые становятся высшими психическими функциями. И вся история развития высших психических функций, которая, по мнению Выгодского, ответственна за понимание и подходы к личности, как раз связана вот с этой самой трансформацией. Но дальше возникает интересный вопрос, что такое высшие психические функции? А это те функции, пишет Выгодский, которыми человек управляет сам. Да? И тогда посмотрите, что главное, что происходит вот в этом развитии, что человек постепенно начинает овладевать то, чем у него есть. А чего у нас сейчас часто получается? У нас слышащие дети, которые вроде бы говорят, которые вроде бы слышат на расстоянии и даже без микрофона, а иногда с микрофоном, но они не слышат совершенно. Они абсолютно не понимают смысл, и вот та ситуация со значением остается. Более того, Выгодский пишет, совершенно прямо у него написано, что вот для того, чтобы натуральные функции стали высшими психическими функциями, надо переосмысление. И опять же, не усвоение, овладение, закрепление, запоминание, а нужно переосмысление. Мы все помним замечательного Тома Сойера, которого в наказании заставили красить забор. А он взял и сделал вот это скучное, отвратительное наказание таким интересным занятием, что стояла очередь из детей, которые хотели покрасить этот самый забор. Следующая идея, которая очень важна, это периодизация психического развития. Уж вроде на чем строить образование, как не на что намаливать, на периодизации. У Выгодского есть 4 характеристики каждого года, что остановлюсь только на одном. Да? Главное по Выгодскому – это центральные психологические новообразования. Что дают центральные психологические новообразования? С одной стороны, центральные психологические новообразования, почти дословно говорю, они определяют особое отношение ребенку к миру на каждом возрастном этапе. Второе, что получается с этим центральным психологическим новообразованием, они определяют логику развития и, соответственно, логику обучения. И по Выгодскому и дальнейшим исследованиям каждому периоду развития соответствует определенные центральные возрастные психологические новообразования. Но что здесь очень важно и значимо, в том числе по теме, о которых мы сегодня говорим. А получается, что все вот эти генетические образования, они все связаны друг с другом, центральное образование, генетической зависимостью. И они существуют в этом смысле, как некоторые многоэтажные здания. Только здесь не очень удачная презентация, наверное, надо делать наоборот. И если какое-то из центральных новообразований не сформировалось, то следующее начинает проваливаться в дырку. Когда я работаю там со студентами или фракциями, я говорю, понимаете, как вот положили плохой этаж, и поэтому следующий туда проваливается. Так и тут ситуация делается. Но оно в этом смысле дает нам возможность, да, посмотреть и построить обучение, которое будет обучением, опять по термину, понятию Выгодского, компенсация, да, которая есть как самокомпенсация.
И в этом смысле, если человек чего-то не тянет, да, не надо его сразу в класс коррекции определять и говорить, что он не способен, что у него что-то есть. А давайте вернемся на предыдущий этап. Или когда я готовила студентов-психологов, я им говорила, вы найдите то, чего у ребенка в этом смысле есть. Есть исследования, я поскольку говорила в предыдущий раз про воображение, которое ответственно за смысл, в конечном счете, да, исследование Гительговны и Выгодской, которое говорило, что дети с проблемами слуха имеют более низкий уровень воображения. Опять, это понятно, потому что это связано с речью. Опять же, Выгодский подчеркивал то, что в первых словах ребенка присутствует воображение. Чего нам надо? Нам надо вернуться на предшествующий этап. Предшествующим этапом является, по нашим экспериментальным данным, антиципация. Антиципация, в антиципации тоже есть и воображение, есть и речь, есть даже воля, которая присутствует на самых высоких этажах развития детского антогенеза. И в этом смысле, вот если попытаться переосмыслить название сегодняшней конференции, которая называется «Слух, речь, мышление», да, то здесь перед, собственно говоря, есть еще, перед этим есть антиципация, а до того, как пойти к мышлению, есть еще обязательно воображение, потому что сегодня, собственно говоря, без этого не получалось. Ну, хорошо, антиципация. Откуда она вообще берется и когда она возникает? А возникает на комплексе оживления. Вот пошел комплекс оживления. Не зря очень многие психологи говорят, что комплекс оживления – это начало индивидуальной психической жизни. Да? И ребенок выходит за грани вот того самого наглядного поля, наглядного пространства, которое потом позволяет выйти речь, потом позволяет выйти воображение, потом позволяет выйти произвольное внимание и те центрального образования, которые я проводила. То комплекс оживления не возникает спонтанно. И когда сейчас часто смотришь на детей, то выясняется, что у них комплекс оживления появляется не в 6-8 недель, а когда он у них появляется в 2-2,5 и более месяца. Чего не хватает? Каковы условия возникновения антиципации? Где-то в начале 70-х годов в психологическом обществе российском, Советского Союза тогда, было некоторое потрясение. Была опубликована в Центральном журнале «Вопросы психологии» статья французского психолога Рене Зазо. Рене Зазо взял две выборки детей. Одни дети были из университетских городов типа Оксфорда, Кембриджа, я не помню каких уже, но каких-то очень таких значимых. А второй он взял детей из африканских племен, у которых сам образ жизни был, ну вот они практически первобытным образом жили. И померил их по Кителлу, 16-факторный анализ, на вот те самые основы познавательного развития. И все пришли в ужас, потому что оказалось, что дети африканские, они выше на голову тех детей из великолепной, интеллигентной среды, где они занимаются и все остальное. И Зазу тогда, собственно говоря, объяснила, посмотрите. Вот мама, которая привязывает ребенка к себе, вот она идет по дороге, она встречает подружку, она с ней разговаривает, и ребенок тоже разговаривает с этой подружкой, тоже в это включается. Она там, я не знаю, ссорится с мужем, да, и ребенок тоже является в этой связи там. Ни в коем мере не призываю привязывать ребенка к себе, потому что, как психолог, вижу часто негативные последствия такого сильного привязывания, но чем раньше ребенок включился в ситуацию вот такого жизненного общества, как говорил Анатолий Сергеевич Арсеньев всегда, ребенок, он потенциально универсальное существо, в силу его, собственно говоря, неподготовленности, тем скорее он сможет те родовые и культурные вещи в этой связи перенять. Следующий момент, который важен. Вот очень сейчас много говорят, вчера тоже очень сильно все сетовали, посыпали голову пеплом на этом самом салоне по поводу того, что дети перестали играть, и все говорят, во всем виноваты эти противные гаджеты. Вот не было бы гаджетов, ребята, все с точностью да наоборот, абсолютно. Сначала дети перестали играть, а святое место пусто не бывает, появились гаджеты, и гаджетами совершенно замечательно заполнили то пространство, которое раньше принадлежало воображению и игре. Поэтому все стали этим заниматься. Поэтому когда приходят родители и говорят, чего делать, он вообще без гаджетов жить не может, его надо научить играть, и после этого он про гаджеты начинает забывать. Другое дело, что пока его учишь, это некоторый переломный момент, и здесь надо некоторые усилия как со стороны ребенка, так и со стороны того, кто его учит, но на самом деле ситуация такая, да? Опять, почему? Почему, опять же, пропала игра? А негде воображать. Все слышали и читали про игрушки-заместители. А что тут вообще такие игрушки-заместители, когда у нас те, кто производит игрушки, все придумали, все продумали. Когда 90% методик обучения игре связаны с тем,
что детям все дали в рот, еще нажали сюда, чтобы у него произошел безусловный рефлекс, он проглотил, он это проглотил, то, конечно, он не играет. Конечно, у него получается, как когда-то написал Виктор Драгоцкий в «Денисных рассказах», где это видано, где это слышно. Вот они играют, как им показала воспитательница, та самая творческая игра попадает. Почему об этом говорят? Точно такая же история ситуации предвидеть. У нас очень мало у детей, в том числе у детей с проблемой слуха, ситуаций, где они должны предвидеть. Вот то, что сегодня Емеля Ивановна говорила, в частности, про бессмысленные слоги, которые надо в эту ситуацию осмыслять, это тоже на другом материале, на более таком возрасте, ситуации, связанные с предвидением. Есть огромное количество разных народных, причем я сейчас смотрю, очень похожих, несмотря на то, что они имеют некоторый национальный колорит, вот таких народных всяких упражнений, народных игр, которые играми в психологическом смысле нельзя назвать, но где ребенок должен угадать, предвидеть, представить себе, то есть выйти за рамки наглядной ситуации. Эта ситуация тоже очень значима. Последнее, чем мне хотелось бы выделить на ситуацию, это сослаться на предыдущий доклад и вот на то, какую информацию ребенок получает. Дело все в том, что очень часто наши родители, когда говорят с ребенком, что они очень неэмоциональны или малоэмоциональны. А вот взрослым и педагогам, на педагогам просто я бы ввела обязательно театральное мастерство. Вот просто обязательно театральное мастерство. Ни одна заведующая поговаривала: вы хотите, чтобы все были актерами? Больше, чем актерами. Потому что актеры кончили играть в спектакль, им похлопали, они поклонились, ушли. А вы целый день с ребенком. И вот этой ситуации мне даже тоже кажется, что очень часто не хватает, потому что помимо микрофона, который усиливает звук и импланта, да, еще нужна некоторая театральная демонстративность, чтобы на это обратили внимание. Это то самое развитие эмоций, про которое говорила Емеля Ивановна. В 60-е годы на улице Погодинка, дом 8, проходили вообще по средам, среда был особый день, проходили удивительные события со всех уголков Советского Союза. Ехали дети с детьми, ехали родители с детьми, с разными проблемами. Это было очень много детей с проблемами слуха. И всегда вот у той маленькой группы, которая была, Александр Абрамович, Венгер, Гета Львовна Выгодский, Милеван Леонидов, всегда находилось огромное количество теплых слов, поддержки, эмоций, программ, океана любви, терпения, всего чего угодно. И вот тут начинали твориться чудеса. Потому что буквально за месяц родители менялись, они становились в полном смысле слова профессорами. Знаете, за счет чего? Они все становились членами большой такой общественной семьи. И все, независимо от того, где жили, очень переживали, когда Владимир Васильевич Назаров сказал, что он не будет отдавать Олю в нормальную школу, а отдал ее в школу глухих. И все переживали, давали советы. Что делать с Вадиком Шалдаевым, который вдруг потому, что он плохо ел, и он, как говорил, у него был замечательный оправдание, у меня болят колготки, чтобы, не дай бог, ему ничего не сделали, да, в этой связи. И в этой связи, да, мне представляется, что вот все то, чего мы здесь сегодня слышим, и все то, что мы имеем возможность осмыслить, они от всех, собственно говоря, людей, хочу сказать просто, многие лето, потому что, честное слово, вот помимо всех тех, кто здесь сегодня собрался, и помимо всех тех, кто хотел бы сегодня собраться, и помимо тех, кто еще не слышал, но столкнулся с такими проблемами, все очень ждут ваших исследований, размышлений, рекомендаций, всего-всего остального. И это касается не только детей с проблемами слуха, но и их близких. Это касается и вообще той системы образования, которую мы реформируем. Где та самая мышка, которая пришла и дернула, чтобы репку выдернуть? Спасибо за внимание. Спасибо большое. Уважаемые гости, уважаемые слушатели, уважаемые спикеры, сейчас я хотел бы объявить перерыв на обед, ибо конференция обед по расписанию. Вы сможете пройти в зону кофе-брейков, там перекусить. Не забывайте зарегистрироваться на индивидуальные консультации к нашим спикерам, либо же задавайте свои вопросы на сайте Конференции. Спасибо большое. 14:35 мы продолжим выступление.